«Я краснею» во многом очень интересный и необычный мультфильм. Он скрывает в себе много деталей, тонкостей и секретов. И в прошлый раз мы разобрали персонажа Мин Ли, маму главной героини. А сегодня поговорим о самой легенде родственницы Сан Ю. Узнаем поподробнее легенду, почему превращение происходит только у женщин и как так вышло, что в облике панды все совершенно разные размером. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня расскажу все, что вы должны знать о легенде превращения в панду из мультфильма «Я краснею». Поехали! Для начала я хотел бы вам сказать, что если вы зритель с РФ, пожалуйста, включите VPN перед просмотром, так вы сможете поддержать мой канал. Спасибо. Вообще, мультфильм «Я краснею» во многом личный мультфильм автора До Миши. Ее непростые отношения с мамой дали шаг к написанию чего-то своего. Первый свой полнометражный фильм До Миши хотела посвятить именно личным проблемам, которые у нее были в детстве. Поэтому превращение девушек в панд имеет тут двойной смысл, но об этом попозже. Легенда дальней родственницы Сан Ю звучит так. У меня есть чуть более подробная версия, чем та, которая показана в полнометражном проекте. Когда-то давным-давно она была ученым и защитником животных, поскольку она посвятила свою жизнь защите лесных существ, но особое внимание она уделяла красным пандам, но она любила их. Поэтому, когда пришли войска и сражения, Сан Ю вынуждена была защищать детей, так как в ее родных краях совсем не осталось мужчин, даже ее муж ушел на сражение. Она боялась, что может потерять своих двух дочек, и нужно было что-то ей придумать. Тогда Сан Ю однажды ночью во время красной луны молится богам, чтобы они превратили ее в гигантскую красную панду, чтобы она смогла защитить своих дочерей и деревню от бандитов и других опасностей. И боги оказались великодушны к ней и исполнили ее просьбу. Как раз после этого опасность пришла к ней, но ей удалось помимо простой защиты дочек разбить еще вражеское войско, тем самым освободив свою деревню и лес от врага. К сожалению, через множество поколений ее волшебство стало неудобным для других женщин семьи, и приходилось постоянно проводить обряды и, можно сказать, сковывать свободу панд в амулеты и талисманы, ведь панда приносила много проблем. Кстати, возникновение истории именно с пандой тоже особая деталь от авторов мультфильма. Они добавили легенду именно с пандой не только потому, что те близки с Китаем, но и потому, что про них попросту нет ни одной легенды. Все китайские легенды связаны зачастую с змеями и драконами, а вот про красных панд не было ни одной. Для До Миши это был своего рода вызов показать впервые легенду, которая связана была с этими красно-белыми пушистыми зверьками. Главная же деталь мультфильма – показать, что все женщины из мультфильма проходили через большие терни и трудности, но по итогу всех ждал успех. Мультфильм четко дает понять, что отношения между мамой и дочкой точно такие же, что были когда-то у мамы и у бабушки, то есть постоянные запреты, выговоры, четкое распределение времени подростка и все такое. Мама Мэйли боялась, что если она даст больше свободы дочке, то она ее потеряет. Она надеялась, что если она опекает ребенка, она заметит изменения в ней раньше, чем превращение в панду произойдет. Но на деле она таким отношением к дочке лишь оттолкнула ее от себя, и Мэйли еще больше захотелось побыть свободным ребенком, вдали от родительского контроля. В мультфильме звучит фраза от Мэйли: «Будьте осторожны, почитание ваших родителей звучит здорово, но если вы зайдете слишком далеко, вы можете забыть почтить себя». Она сама себя закрывает в клетку, поэтому превращение Мэй в панду – это своего рода метафора свободы, взросления, не только становление из девочки в девушку, но и познание новых горизонтов, которые раньше были скрыты родительским опекунством. Также не будем забывать, что Мин Ли сделала большую ошибку, описав дочери, что лишь единожды можно освободиться от красной панды, и что, мол, лишь один ритуал все исправит. На деле же мы видели, когда Мэй Ли оказалась расставаться с пандой, были и другие ритуалы с красной луной, когда можно было распрощаться с духом. Но и мама не дала выбор своей дочери. Она буквально объясняет своей дочери, что когда-то волшебство стало чуть ли не их проклятием. Хотя, будем честны, дальняя родственница, которая защитила свою деревню и дочек, уверен, видела лишь плюсы в своем волшебстве, да и Мэй не видела большой проблемы в панде, но во всяком случае, когда стала превращаться в нее. Просто мама старалась перенаправить свой опыт владения пандой на свою дочь, можно так сказать. В прошлом ролике я говорил вам, что ее опыт был крайне неудачным, видимо, она боялась повторения ситуации. Ну и я сейчас говорю про маму Мэй Ли. Но она совсем забыла, что Мэй уже не маленький ребенок, и она была способна сама сделать выбор о своей панде. Более того, я пересмотрел
пересматривая мультфильм, даже немного разозлился на маму в конце мультфильма. Ну уже все идет, церемония расставания с пандами, где каждая женщина из семьи Ли выбирает, останется она с пандой или нет. И тут мама говорит, мол, пойдем со мной. Показ того, что маме до сих пор, даже после всех этих моментов, тяжело давать свободу собственному ребенку. Ну отпусти, ну помолчи, ну дай ей самой выбрать, остаться с пандой или нет. По итогу все равно она сама сделала выбор, она все равно тебя не послушала. Именно этот момент действительно меня как-то особо разозлил. Но это даже и хорошо, это, как я говорил до этого, показывает, что формула мультфильма работает и он вызывает на эмоции каждого зрителя. Что мы еще можем выделить из легенды родственницы Сан Yi? Наверное, то, что храм, построенный семейством Ли, служит не только как завлечение новых туристов, просто для ознакомления, но и служит своего рода подготовкой потомства к тому, что когда-нибудь панда придет к ним. Вся эта культура и мифология с красными пандами как бы дает намеки на превращение, но это лично мое мнение. Насчет того, почему превращение происходит только с женским полом в семье Ли и нет ни одного мужчины, который бы превратился в панду, тут есть две версии данного превращения. Первый вариант, что легенда имеет двойной смысл, связанный с взрослением девушек. Ну, подростковый период, когда из девочки становится девушкой. Нам мама Мэй намекал на это в начале мультфильма. И второй, что просто в какой-то момент До Миши поняла, что добавление брата Мэй полностью поломает историю взаимоотношений мамы и дочери. А ей очень хотелось оставить эту концепцию. Поэтому, возможно, это был некий ход для того, чтобы показать истинные мотивы мультфильма. Опять же таки, если бы в мультфильме у нас все превращались в панд, как мужчины, так и женщины, скорее всего, мотив именно взаимоотношений дочери и матери разрушен был бы, потому что все-таки главной концепцией режиссера До Миши было показать свои взаимоотношения в прошлом между матерью и ею. Она хотела заключить вот в концепцию Мэй Ли свою частичку души, то, как у нее проходило детство. И если бы тут был бы пандой и папа, тут пандой был бы и, допустим, Тайлер, это было бы, ну, как минимум странно. По поводу разных размеров панд, я уже мельком касался этой темы, но теперь с уверенностью, прослушав интервью До Миши, могу сказать, что эмоциональное восприятие очень зависит от панды и той, какой она будет. У мамы Мэй и ее бабушки в молодости были непростые отношения, ведь там была проблема не взросления и чрезмерного опекунства родными, а проблема непринятия любимого человека. Бабушке не понравился избранник Мин, кого она выбрала, поэтому ее ярость была намного больше, чем у Мэй, даже в момент, когда Мэй хотела загрызть Тайлера, все равно у ее мамы ярость была больше. Понятное дело, Мин разрывалась между двух огней. С одной стороны, мама, с которой пусть и плохие отношения, но она ее любит, а с другой ее любимый человек. И в таком плане понятное дело, что ее панда из-за этого была настолько большой. Кстати, в концовке мультфильма панду Мин закрывают именно в Тамагочи Мэй, и в этом есть особенный ключевой момент. Секрет, так скажем. Кто не знает, Тамагочи был популярен как раз в 2000-х. Это мини-игра с животными, которых постоянно нужно кормить, ухаживать за ним и так далее. И учитывая, насколько мама Мэй любит опекунство, ее вот это внимание теперь уходит не в дочку, а в панду, которую она скрывала много лет, из-за чего в ней копилось это чрезмерное внимание. Это интересная отсылка, которую, честно, я понял лишь посмотрев мультфильм дважды. Какой итог из всего этого мы можем сделать? Основную роль играет не волшебство семьи Ли и даже не интересная история, легенда с родственницей, которая и стала открывающим волшебство панд в этот мир. Основную роль играет внимание к самой себе, взрослению и отношению между мамами. И тут много философских вопросов, и уверен, каждый выделит для себя свой мотив для размышления над мультфильмом. А я лишь в очередной раз показал, насколько глубокий, неоднозначный и дающий размышления мультфильм у Pixar вышел. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Напишите в комментариях, какой именно вы выделили посыл для себя. Я думаю, будет интересно почитать. Ну и также, ребята, Telegram недавно создал, ссылки в описании, всех вас там жду. Там много что буду рассказывать интересного, и там есть общение с подписчиками, вступайте. И также у меня есть два канала, на одном я делаю разбор кино и сериалов, а на втором прохожу игры по мультфильмам. Зайдите, гляньте, вдруг вам что-то понравится. Ну то все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК и пока.